Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это проект Шум, там, где мы заканчиваем день информационный и собираем все самое яркое, интересное, все самое-самое жирное в информационном смысле и шумим по этому поводу. Проект Шум — это исключительно наше с вами общение и, будем откровенны, да, реакция на все то, что происходит. И мне очень приятно, что все больше и больше людей присоединяется и, конечно, пишут свои мысли, обсуждают то, что происходит и, естественно, высказываются. Последние дни, знаете, последний период достаточно можно шире брать, да, там с 2014 года можно брать еще дальше. В общем, затыкались рты всем и каждому. Поэтому проще было не интересоваться. Да ну его, само пройдет как-то. Вообще это не моего ума дело. Было модно не понимать, что там происходит в политике, к чему все идет, потому что мы живем своей жизнью, там по-своему, своим интересуемся. А то, что с нами сделали за вот эти последние годы, ну это просто ужас и кошмар. Затыкаются рты всем. Сегодня в шуме будем об этом говорить в том числе, но традиционно, как всегда, я начну с нашей игры в города. Ну так, давайте назовем нашу перекличку. Кто откуда? Пишите, пожалуйста, очень интересно. Я всегда очень удивляюсь и радуюсь этой географии, и она по-настоящему вдохновляет. Потому что такие для себя открываю неимоверные точки. Я, кто следит за стримами, кто общается там через вопросы-ответы со мной, и они уже в принципе в курсе, в недавнем прошлом или уже в далеком, потому что вроде как времени немного прошло, а время меняется. Как бы мы уже там прожили каждый там 4 жизни, да, там 90-е, одно, в нулевые другое, потом Майданы, потом война одна, потом широкомасштабное вторжение, потом вот это вот все зеленый ужас весь этот. То есть у всех меняются жизни, и там можно вести свой отчет. И вот в одной из этих жизней, там в начале, я был радиолюбителем. И там есть такое определение, называется DX, то есть дальняя связь. Да? Смысл радиоспорта в том, чтобы, там по-разному, чтобы тебя было дальше слышно, и тебе тоже было дальше слышно человека. И DX это вроде как считалось очень круто. Я поражаюсь количеству DX, какие тысячи километров нас с вами разделяют, и вас друг с другом, и вы все шумите. Вот это потрясающе просто. РБ, Республика Беларусь. Вот DX, пожалуйста, Полярный. Загреб, Хорватия. Очень приятно, Наташа. Женева, Свеце, Польша, Шуя, Славянск, Неаполь, София, Болгария, Воскресенск, Минск, Белгород. Всем привет из Москвы, привет всем в Москву, Ставропольский край, Одесса, Нижний Новгород. Ой-ой-ой-ой, полетело. Ну, вы все сами, в принципе, видите. Неимоверная география. Омск, YouTube Уругвай, Александр Драган. Мы поняли, вы из Уругвая. Так и запишем. Значит, Бостон, Дублин, Узбекистан, Москва, Канада, Барселона. Супер, друзья. Тернопіль, файне місто Тернопіль. Киев, Гомель, Турин, Турин, Сургут, ого, ничего себе, из Сургута. Слушаю из чего? Из сапога убитого товарища. Можно тоже так слушать. Но он же тоже где-то лежит, где-то находится. Вот Париж, пожалуйста, Париж, Севастополь, Краснодар, Мурино, Санкт-Петербург, Луганск, привет, Луганск, Севастополь, вам тоже рукошлепки, Саня Молодчик, Ярославль смотрит, привет, Ярославль, Северная Корея. Где наших там, да, не заносило? И Северная Корея тоже. Плутон, Калининград. Супер просто. Ребята, всем большое спасибо. И я очень благодарен за вот то, что вы откликаетесь и пишете. И даже, вот я знаю, разница часовых поясов, вы все равно пишите это в комментариях. Продолжайте так писать. Я, понятно, всем не могу, как-то пытаюсь реагировать тоже, потому что это наш с вами общий шум. Будем собирать самое главное. И по этому поводу шуметь. Вот прямо сейчас и начнем. Единственное, что скажу, что вопросы будут, внимание, из этого чата трансляции и закрытого клуба зрителей в телеграм-канале. Ссылки все есть, то есть все знают, что есть закрытый клуб. Его ценность в том, что иногда там я высказываю свое мнение,
не часто очень. А в основном там это очень классная библиотека, там проще найти видео, посмотреть, оно выкладывается, аудио все есть, все очень структурировано, просто и понятно, без новостейного спама. Это так вот, ну, чтобы вы знали, что там оттуда будут вопросы, и будем общаться с чатом, поэтому чат, общайтесь, на вас вся надежда. Сочи шумит, отлично, Чернигов, Таллин, Трусковец. Ох, Трусковец, что же вы наделали? Ну как, вы ни в чем не виноваты, конечно. Отличное у вас место, отличный город, но этого Трусковца, конечно, сейчас пожинаем плоды после него. Опрос нашего сегодняшнего эфира должен сказать, что никого не ждать, если работает сервис Donation Alerts, переходите, QR-код непосредственно на экране, клацаете и там вводите вопрос, и пожалуйста. То есть его все увидят, и мы к нему обязательно придем. Ногинск, Подмосковье, Львив. Дякую, Львив. Спасибо, Денис. Слушаю в Норвегии. Замечательно. Опрос нашего сегодняшнего эфира. Сегодня, конечно, умопомрачительная история случилась. В Стерненко стреляли, представляете? И, ну, мы об этом коснемся, поговорим немножко позже, попытаемся даже немножко разобрать, да, что это было, а как это вообще к чему. Но опрос нашего эфира вот сегодня такой. Кто хотел ликвидировать Стерненко? Варианты. Банковая, Кремль, обманутые военные. Никто не хотел ликвидировать, это просто тупая инсценировка. Ну вот такие варианты, поэтому, пожалуйста, голосуйте. Это исключительно ваше мнение. То есть понятно, что там сейчас там выкатывают, ну, задержали эту женщину, которая стреляла, там это все в красках рассказали, но есть версия следствия, что это заказ Российской Федерации, официальная версия. Но мы же с вами шумим, мы же с вами не там, обмениваемся официальными версиями того или иного. Вот как вам кажется, да, вы тоже видели эти новости про Стерненко, вот что думаете? Очень интересно ваше мнение, голосуйте, пожалуйста, в опросе. Значит, кто такой Стерненко? Правосек из Одессы, он убил человека, который как бы атошник на него нападал, удалось избежать наказания, он перебрался, ну, он в Киеве, да, волонтерит вместе с Притулой, собирает на месть, ну, в общем, такой волонтер, собирает деньги. Блог на Ютубе и деньги, да, то есть вот такая история, и ультрапатриот, он шельмит всех там, кто пророссийский, кто хороший, кто плохой, это вот, если вы не знаете, надо обратиться к Стерненко, он всем раздает на орехи, ну и комментирует все, конечно, в духе такой ненависти к противнику, давайте я так скажу. Ну, думаю, для старта понятно, для тех, кто не знал, кто такой Стерненко. В общем, стреляли в него. Вот что вы думаете по этому поводу? Если ничего не думаете, вы не голосуйте, пожалуйста. Почему бы и нет. Значит, ну, конечно, топ-тема сегодняшнего дня, безусловно, это была сделка. Она была подписана, она просто, ну, такая умопомрачительно, какая хорошая. Просто что-то вот невообразимое происходит. Все довольны. Даже слепили и склепали такую вот очень потужную инфографику, да, мол, а что ж это, что к чему. Значит, сделка о полезных ископаемых. Значит, Украина 30 числа подписала первую сделку про минералы, про недра. Она имеет такие общие положения, а вот сейчас, да, вот, в общем, сравнивают, да, вот, то, что предлагалось раньше, и что сейчас. Значит, и вот это сравнение, оно, конечно, очень и очень всех радует, потому что нам привезли прям какой-то мед. Значит, вклады, сначала была история, что помощь, которая была предоставлена, это и есть в этот фонд, который учреждается, это взнос Соединенных Штатов сейчас, это, скажем так, помощь, которая будет потом. То есть будущая помощь, это будет внесение. То есть Зеленский победил Трампа, нет долгов перед Украиной. Значит, потом, что, в общем, в суде в Нью-Йорке должны все споры разрешаться, нет, только в разговоре друг с другом Украина и США. То есть они сами должны решать.
эту сделку не нужно ратифицировать в парламенте, а вот теперь вот подписали, что нужно ратифицировать в парламенте. Представляете? Вот если так сравнительный анализ. Ну, понятно, что Украина раньше гарантировала, что не будет, скажем так, брать долг, который будет противоречить этой сделке. И, в общем, а сейчас, если положение как бы противоречит обязательствам при вступлении в ЕС, то, в общем-то, эти будут устранены, да, препятствия. То есть там препятствия с ЕС, вроде как, смотрите, как все хорошо, просто замечательно. Значит, очень важно, вот это прям очень важно, эта сделка касается только недр. Только недр. А вот если вам кто-то рассказывает, кто-то другой, это все неправда, только недра. Нам официально, видите, как это, инфографику даже нарисовали. В общем, чудо, а не сделка, просто замечательная история, и о ней можно говорить вечно. Ну зачем мы будем о ней говорить вечно? Мы там в комментариях сейчас пошумим, что правда, что нет. Тем более, что есть о чем пошуметь, потому что, ну вот непосредственно сейчас выходят, например, подробности. Вот, пожалуйста, вот вам вот подробности. Проснулись в Белом доме и тоже комментируют сделку. Значит, опубликовал детали этой сделки. Часть условий ранее не раскрывалась Киевом. В заявлении говорится, что США получают право первого выбора при покупке украинских полезных ископаемых и назначения покупателя. Также подчеркивается, что фонд будет получать 50% роялти, лицензионных сборов и других платежей от добычи ресурсов в Украине. При этом о финансовом вкладе в этот фонд вообще не упоминается ничего. А украинский вариант, он такой, конечно, такой жиденький немножко и очень-очень победный и потушный. Ратифицируют в парламенте, не ратифицируют, скорее всего ратифицируют. Но тут возникает другой вопрос. А узнают ли, что подписали в принципе? Мы видели сегодня фотографии Свириденко и Бессента. Они вот это вот держали перед лицами, чтобы видно была подпись. Вообще, конечно, странно это все. Да? Такое ощущение, что они... Ну вот, если кто-то из вас продавал машину, ну вот, или там квартиру, или какое-то имущество, ну неважно что, то есть по удаленке вам делают фоточку, что вот вон я, вот это все подписали, то есть деньги там переданы, или деньги приняты, или получены, то есть вот он, вот нотариальная история, это мы, вот мы улыбаемся, все получилось, и хозяин тогда вот, фух, выдыхает. Ну тут как бы не к хозяину обращалась, или к хозяину, там, к Трампу, который гнул и не мог нагнуть Украину на сделку. Но не суть. То есть то, что это все противоречит Конституции, то, что это, конечно, идиотизм, ужас и сдача Украины, это понятно. Но как же нам подает это Зеленський? Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Значит, это вечернее обращение. Вот он говорит: всем добрый вечер. Доклады были. За 15-20 минут вот этот правительственный, ну, правительство, которое... Какая процедура была? Свириденко летела в США, которая подписывала, а ей как бы правительство должно было выдать мандат. Говорит: на, Свириденко, мы согласны. За 15-20 минут выдали эти бумаги, которые потом были опубликованы, и все так как бы могли пробежаться, прочитать, что к чему. Вот это ты можешь подписывать. Пожалуйста. Но никто не ознакомился с деталями. То есть это все на бегу. Вы думаете, в Раде будет голосование другое? Нет, такое точно будет. Потому что депутатов как бы в стороночку, они проголосуют, им скажут проголосовать, они проголосуют. Война аж нынче. Вот так вот. Ну, в общем, ладно. Послушал доклад. Ну, хорошо. Угода є, підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України. І ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань. Наші представники, передусім, перша віце-прем'єр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, всі попрацювали дуже добре. Короче, смотрите, посыл какой. Мы не затягиваем, и очень хорошо поработали. Вот просто замечательно. А вы же видели инфографика, она врать не будет. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну, доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв. То есть
у нас какие-то есть производства, и их будут модернизировать. Ну, надо же что-то продать, да, то есть вот нам же все рассказывают, как будет хорошо. И продают завтрашний день, новости завтрашнего дня. Зеленский не исключение. Миллиарды деревьев, там вот это все, каждому пенсионеру по смартфону, экономический паспорт украинца. Сегодня, кстати, нашли его там в 2019 году, он говорит, значит, наши украинские дети будут получать процент от там, ну, этого роялти или там процент от ренты себе на личные счета и богатеть. Ну, слушай, второй Дубай, правда, да? Когда ребенок рождается, открывают счет, и там все недра, вот эта добыча, все туда капает, потом накапливается. Ух, как хорошо, да? Классно. В общем, поработали все хорошо, очень все изменилось. Так. в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик в нашій державі. Так, а вот тут это очень интересно. Это все пропустили, подумали, что это белый шум. Модернизация юридических практик. Нардеп Железняк выходит и говорит, что, слушайте, у нас такая классная практика, модернизированная, юридическая, связанная с этой сделкой, что эта сделка, она как бы выше закона Украины, Конституции и юрисдикции нашей. Этот фонд работает в другом поле, то есть он выше. То есть Конституция ему не указ. Вот что Свириденко подписала. Новый уровень юридической практики. Вот как красиво упаковали вот эту очень хорошую как бы, да, историю, которая называется «наколо» и «нию» заканчивается. Понимаете? То есть юридическая практика. В угоді немає боргу і створюється фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті. Ну, то есть будем пополам зарабатывать. Это план победы, мы помним, один из пунктов. Все будут зарабатывать. Но вопрос, государство будет зарабатывать или не государство? Или там есть свой интерес? Непосредственно у Банковой, у офиса, может, у Зеленского, может, через кого-то, ну, как бы есть люди, которые, друзья, например, да, которые вот интересуются недрами, но будут зарабатывать 50 на 50. Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, з Дональдом Трампом про нашу готовність до укладання угоди, говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично, зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі. О как! Смотрите, это вообще стратегия, вот надо учиться на самом деле у кварталовцев. То есть 15-минутная встреча, где по губам прочитали «сделайте это по-другому», которая разлетелась везде и всюду, эти стульчики, они сидят, мемов куча. Ну, в общем, это популярная история. То есть они вот встретились, 15 минут. Он сюда ее пристегивает, что это вот первый результат Ватиканской встречи. Посмотрите, там дальше, вот когда надо будет, да, что-то вот как бы хорошее сказать украинцам, там будет вторая встреча, ну, второй результат Ватиканской встречи, третий, четвертый, пятый, там 15 минут поговорили, ну, ничего страшного. То есть Ватикан, мы встречались, то есть он сейчас играет в то, что я встречался с Дональдом Трампом и договорился. Я договорился. Понимаете? То есть это вот что-то, это вот отдельная история для того, чтобы и внутри все боялись. Там же посол новый у нас с Кипра прилетел, назначили. Вот это Брюс Рубио, да, подчиненная Рубио у нее начальник. У Рубио сейчас вообще очень интересная история. Он теперь и глава Госдепа, и Уолтса как бы немножко под зад коленом. Ну, опять-таки, конечно, всем хочется думать, что его убрали и сменили, и отправили постпредом в ООН, ну, то есть читать по бумажке, потому что он там что-то про Украину сказал. А он, правда, вчера там выступал, ряд заявлений, интервью, прям Уолтс, да, вот, какой Уолтс. На самом деле нет, это все-таки связано с сигналом, с вот этой историей, добавлением в чат журналиста, который потом слил переписку по ударам по хуситам. То есть это там ноги растут. Но, если вам интересно, у меня сегодня вышел разговор с Тележенко Андреем, американистом. Он
четко дает вот эти разные расклады, говорит, что в окружении Трампа очень много предателей. Но те, которые с ним не по, как бы, не сердцем, да, а из-за выгоды ставленников разных групп. И, в принципе, мы помним, что первый срок Дональда Трампа, он всех вот так вот тасовал, менял, кого там увольнял, вот это такое было, да. Это ему, кстати, и не помогло в будущем, ну, вот так стабилизировать, укрепить власть. Сейчас начинается нечто похожее. С утра запустили фейк о том, что Маск уходит, а он же как комментирует 100 дней и всех благодарит за эти 100 дней. Они говорят, видите, как он говорит, Маск, это, наверное, он там лыжи намылил, да, или там собирается валить. Это вот такая игра против команды Трампа, они там бьют точечно. Ну и сейчас вот это кадровое решение, такое важное кадровое решение, первое, такое знаковое, советник по национальной безопасности, теперь у Трампа Рубио и глава Госдепа Рубио. И у нас назначают нового посла. Женщина своеобразная, биография, какая, то есть карьерный дипломат, но посла тоже сейчас назначают не просто так. Сделку подписали, надо же как-то реализовывать вот это все, потому что там еще впереди вторая, там, ну, это чисто юридические формальности. Второй документ, третий документ, это Шмыгаль рассказывал Свириденко долго, но нужен посол, который будет на месте здесь, скажем так, в Украине, в Киеве, и будет, так сказать, вот это вот рулить. Плюс еще гостей к себе принимать. А там дама опытная, там будет... То есть начинается политика Америки в Украине. Это вот очень важно. А Зеленский, конечно, будет вот это выпячивать, что я же поговорил з Трампом, а Путін нет, а я поговорив. Який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо і на інші результати нашої розмови. Я же говорю, будут другие еще результаты. Мы ждем. Вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу ми з Из 15. Каждую минуту времени из 15. президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це. Дякую. Ще раз дякую нашим командам, українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним. Сильный результат. Вот сильный результат. Сьогодні говорив з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, в тому числі про ратифікацію угоди. Ми обговорили також законодавчу роботу найближчими тижнями. Сьогодні є і нові санкції, нові санкційні рішення. Значит, смотрите, то есть говорили они со Стефанчуком, а вот тоже какая-то странная история. Мы говорили со Стефанчуком. Тоже как-то интересно все выглядит. Ну, как бы говорили и говорили, такая ратификация, что, ну так, в календарь, чтобы внесли, записали, когда ратифицировать. Сейчас по прогнозам вроде как по прогнозам неделя на это дается. Ну там посмотрим, как это парламент ратифицирует. Ну ладно, он же там чего-то о санкциях сказал. 3 санкційні пакети. Блокуємо діяльність багатьох осіб. Це компанії та фізичні особи, які працюють, на жаль, на Росію, так чи інакше. Допомагають Так или иначе? Как? Так или иначе? російській армії, окупаційним структурам на нашій землі, в Криму і на Донеччині. Зараз під санкції пішли і ті, хто, на жаль, працює на російську пропаганду та залучається до інформаційних операцій проти України, проти українців. Против Украины, против украинцев. Украинцев пристегнул То есть украинцы не должны ничего знать, слышать, думать. Они должны понимать, что их защищают санкции. Потому что против них и против страны выступают вот эти вот пропагандисты. Головне тепер, щоб була синхронізація санкцій нашої держави з партнерами. Голова Служби безпеки України доповів по розслідуванню обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України. Ну, смотрите, ладно, это как бы его, это сейчас мы про Стерненко поговорим. Ну, как бы дело такое, да, Стерненко и Стерненко. Понятно, что там по версии Малюка русские. Но мы сейчас вернемся к Стерненко. То есть, сегодня введены санкции на Костя Бондаренко, политолога, издавшего
книгу, ну, написавшего и издавшего за границей книгу «Джокер» о нем, от которого рвались пятые точки на Банковой, из-за которой, ну, все прочитали, но у всех рвалось, который, в принципе, да, вот он Западной Украины, он достаточно давно работает, его все знают, он всех знает, он там историк по профессии, да, то есть политолог по призванию, так сложилась профессиональная судьба. Очень грамотный человек, мы с ним вот буквально вчера вели эфир. Эти санкции на пятницу должны были преподать, и вот там он был предупрежден, там еще люди были предупреждены. В моем случае, когда против меня вводили санкции, и там меня и Карасева в этом пакете 2 недели назад, никто никого не предупреждал. Вообще как-то странно все выглядело, так вот засунули с чередой российских там телеведущих, журналистов каких-то, ну, россиян, конкретных россиян, там засунули тех, которые там не подконтрольной территории, тех, которые там... то есть, понимаете, и вот и все как бы удивились. Тут не густо, там сколько, 9 человек, там 2 россиян, 7 человек с украинскими паспортами, Скупченко и... Ой, вылетела фамилия. Василец, да, Василец, тот, которого тоже преследовали, которые сейчас... Они в России занимаются тем, чем занимаются. Ну, имеется в виду там эксперты, там какие-то тоже медийные проявления у них. Они в России. И там поехали украинцы, да, то есть вот Кость Бондаренко, да, где нагрешил, какая пропаганда, какие спецоперации. Но это просто что-то с чем-то. Алексей Арестович, да, тоже вот, при той его роли в начале войны, ее сейчас можно смотреть там со знаком плюс, со знаком минус, ее, ну, то есть можно по-разному оценивать, как ни крути. Я не буду защищать Арестовича, смысла в этом нет. Человек экстремист в Российской Федерации, там, ну, такой, так сказать, опасный преступник, теперь под санкциями в Украине. Вот нечто похожее. Там враг, тут тоже. И вот так и живут люди, которые там позволяют себе критиковать Зеленского. И еще один критик, ну, из таких более-менее известных, это критик Мирослав Олешко. Блогер. Он четко, вы видели эфир на моем канале, то есть говорит, да, парохобот, но я парохобот, потому что у него там аргументированная позиция, говорит, я вот, ну, потому что против Порошенко санкции, против него санкции. То есть он, кстати, да, Олешко написал длиннющий пост о том, что там вот экономические санкции, да, вот инструмент экономических санкций. То есть те, кто ворует на бюджете, вот из 3, кого я перечислил, там никто с бюджетом дела не имеет и не имел. Ну, то есть они по-своему, то есть харчевались они не с этого корыта, то есть они своим трудом разным, да, там, ну своим. Книги писали, там, блоги, школы интеллектуальные создавали, или там посты писали, какие-то акции устраивали, как Олешко. То есть, да, то есть, ну, они зарабатывали, они жили в информационном пространстве, не воруя из бюджета. А против них экономические санкции. А против тех, кто тырит и крадет, нет экономических санкций. А против этих есть. Причем они абсолютно разные. То есть и между собой не пересекаются никаким образом идеологическим, но они пропагандисты войны. Они работают в информационном секторе против, да, то есть Украины и украинцев, которые смотрят и продолжают смотреть. Я очень благодарен, когда вы пишете, там, что вы с Украины, что вы там поставили VPN, поменяли какой-то, ну вот когда вы этот эфир смотрите, да, то есть поменяли страну, потому что вам хотят, чтобы вот абсолютная стерильность была. Абсолютная. Даже Карасев, да, который, ну, тоже вот очень лоялен, очень так вот, он гибок постоянно, он на этом прям делает акцент, что не надо так с плеча, надо там, это война, тяжелое время, люди гибнут. Даже он, его даже слушать нельзя. Нельзя. Вы должны слушать тех, кто сейчас есть. Там могут, ну он же как говорит в конце, пост у него был, у Зеленского в конце, говорит, будут еще санкции. То есть это мы продолжим. Значит, еще кто-то, еще на кого-то глаз положат и вот так вот будут отстреливать, да, вот какими-то партиями, очередями. Что, собственно, ответил Арестович на эти санкции, да?
Ответ у него достаточно простой был, вот такой, что YouTube не заблокируют на территории Украины, попытаются и соцсети. Соответственно, военный дневник, это его традиционная рубрика на Альфа и Омега, по-моему, или как. Ну, в общем, Фельдман у него постоянно в эфиры не выходит на обоих каналах, как бы с собеседником обсуждают военные события и политические тоже. В общем, не будет уже, потому что с территории Украины нельзя показывать Арестовича. Ну вот, санкции. Не только он не может там выступать, и канал тоже заблокируют после санкций, а ему нельзя человека позвать, и чтобы он вещал. Ты нарушаешь закон о санкциях. Вот так. Но в это время в 21:00 по понедельникам теперь будут эфиры с Александром Шелестом. Можете еще сменить страну Украина, да, ну и как бы работает с VPN. Арестович первый, да, один из первых, кто вот предложил эфир, то есть там несколько человек, ну вы видели первые дни после введения санкций 2 недели назад против меня, то есть люди, которые четко сказали, давайте делаем эфир, вашу поддержку, вот те вот первые люди, ну и потом еще дальше был Шлейф, которые четко сказали, это беспредел, это не просто, ну как бы попрание свободы слова, это тупо беспредел. То есть человеку отрубают там все его там ФОПы, счета, все как бы замораживают. Мне подписчик, помните, я вам рассказывал, писал, что полный однофамилец, только там год рождения разный. И вот такие, их там, мы его там мариновали, проверяли, а не тот ли это Шелест Александр Александрович. Ну, я не думаю, что там... Ну, Бондаренок много в Украине. Много, да? Константинов, Петровичей. Олешек не знаю. Бондаренок много. Вот как, да, отвечает Алексей Арестович. Эфирами отвечает. И самый правильный ответ. Эфирами. Ну, там дальше он фоточку запостил у себя, что вечер в хату, мол. Вот так лепят врагов народа из всех. Кость Бондаренко тоже отвечает следующим образом. Владимир Александрович, дарить подарки заранее, до дня рождения, признак моветона. У меня день рождения только завтра, но все равно спасибо. В долгу не останусь, надеюсь. Жму руку, обнимаю. Хорошая аллюзия. Говорил так классик. Кость Бондаренко по средам, тоже вечером. Приходите, интересуйтесь, будем беседовать. И вы знаете, ну вот становится немножко дико. Это за каких скотов держат людей? Нет, понятно, что они убили образование, понятно, что они там любую там, кто против шерсти идет, всех к ногтю, к стенке в СИЗО, в подвалы пыточные СБУ, еще куда-то, это понятно. Но они держат людей за идиотов. Потому что сказать, что, как это пытались сказать, и говорят, и продолжают говорить, что Олешка, Арестович, Бондаренко, ну там еще Дубинский из СИЗО каким-то образом, еще там называются ряд фамилий, это вообще сетка какая-то российская. Ну тут, Дмитрук там тоже, это все российская сетка за российские деньги, спонсируемая там с какого-то канала. Интервью с ними там брать нельзя, потому что они там платят деньги, чтобы у них брали интервью, или там еще какие-то вещи. То есть экономическую вплетают сюда как могут вот эту историю. Ребята, это надо за таких дураков и лохов держать свою страну, в которую вы закрыли забором из колючей проволоки, ты не можешь проехать. Наплодили бусики ТЦК, они беспределят. Еще и рты закрыли, уши и глаза, чтобы ничего не видели, ничего не понимали. Как вообще, откуда берется вот эта вся история? Ну, юмор у Константина Бондаренко превосходнейший. Он у себя это опубликовал. Вот такой фрагмент. Сегодня мы с вами посмотрим на такого деятеля, политического обозревателя, там, Костя Бондаренко. А че, мне так интересно, это, гадалка, какого перепуга? Не, ну интересно, давайте посмотрим, как она, что ж она там нагадает. А что интересно этой женщине-гадалке с YouTube каналом, да, вот что интересно? Украины.
Давайте посмотрим. Очень есть такое мнение, что он активно работает на Российскую Федерацию. Так это или нет? О, сейчас карты скажут. Так вот, ну, например, это интересно. Давайте, что же скажут карты? Бондаренко работает или не работает? Работает ли кость Бондаренко? Ну, потому что его высказывания, ну, или просто он такой... А что с картами? Не, ну обычно такие эти самые, они там как-то себе красивые всякие. Я вот не пойму, это Таро, не Таро? Наверное, Таро. Да, то есть, наверное. А может, какие-то другие, а может, какие-то супер старинные, винтажные, они точно правду говорят. То есть, она вот выкладывает карты, какие-то страшные. Ну, странно как-то он себя ведет, с учетом того, что война. Сидит тетка, выкладывает карты старые, и говорит, странно он себя ведет с учетом того, что война. Слышали? Ну вот давайте спросим, все-таки он работает на Россию или это ошибочное мнение? Однозначно да. Вот если мы спрашивали за Иларионова, Подождите, она вытащила полколоды, вот этой змейкой своей выложила, и говорит, однозначно да. там совсем другая карта была, здесь нечего спрашивать. А какая карта? Можно вообще понять, эти карты чем-то между собой отличаются? Затертые до дыр, потяганные. Вообще, что там изображено? Ну, я там примерно знаю несколько карт из этих Таро, как они выглядят. А это что такое? Что это такое вообще? Это финансовый интерес. Может быть, у него даже есть недвижимость в России. Россия, я думаю, что у него есть недвижимость в России. Да, однозначно да. Однозначно да. Все. И недвижимость есть, и финансовый интерес. Это, мне кажется, что они вот так вот на Арестовича, Олежка и Костя Бондаренко, а еще и меня и Карасева, точно, да, вот это они вот так вот сели, вот эта тетка села им, вот там за столом, сидят вот эти все мужики, вот эти, раз, ой, однозначно да, там финансовый, все, санкции, погнали. Арестович предатель, санкции против него, финансовый интерес у него есть, и недвижимость. Слушайте, я открою страшную тайну, у меня есть недвижимость в России сейчас. Представляете? В Лисичанске разбитая квартира, у меня есть. Все, санкции. У Кости вообще нет недвижимости в России, да? То есть это как бы Олежка. У него, наверное, тоже много чего есть в России. Связей, охренеть какие. Но отставить. Ёрничать, на самом деле, санкции дело серьезное. Друзья, вы знаете, что делать, да, то есть любой вот этот период, ну, я не знаю, какую стратегию изберет Константин Петрович, Алексей Николаевич, ну, Мирослав Олешко там проще, ему просто убили все, снесли YouTube, ну, вот просто взяли и убили. Но кто-то, может, новые какие-то будут открывать, еще что-то будет делать. То есть они в любом случае пойдут и закроют. Поэтому обзаведитесь, пожалуйста, VPN или поменяйте настройку страны. Это очень важно, чтобы смотреть эфиры, смотреть и слушать. То, что считает Зеленский, нельзя смотреть и слушать. Вместе с этими своими этими припадочными вот этими в СНБО, которые об интересах финансовых трубят. Гадалки, нумерологи. Значит, но это все шутки. На самом деле народ жаждет серьезной крови. Вот она, серьезная кровь. Гордон заявил, что на него йде охота. Я не ходжу по магазинам. Мені не дозволяють Служба безпеки України ходити Не позволяет Служба безопасности Украины Гордону ходить по магазинам. Деньги отбирает, наверное. по магазинах. І взагалі Так. ходити десь. Не дозволяє. Через небезпеку з боку путінської Росії. Ну, тобто на вас полюють. Ну, вже кілька груп затримали, да. Не, то, что он ходит там, прогуливается, интервью собирает, да, это такое. Давно же не было этих интервью. Наверное, потому что СБУ запретила, да? Нет, зима потому что, ну, или там непогода была. Хотя и не непогоду ходили. И с Усиком хорошо прохаживался, и с другими. Нормально все. Комаровский тоже прогуливался с ним. Нормально ходил, все хорошо. Видно было, его там приветствовали зрители. О, Гордон идет там с кем-то беседует. Охотятся СБУшники на него, слушайте. ФСБшники. Елітних ФСБшних кілерів, які приїхали до України з завданням від Путіна мене вбити. Да. Про це була офіційна заява Служби безпеки України. Тому я не живу вдома, я постійно їжджу Україною, я не ходжу по магазинах, по ринках, взагалі ніде не ходжу. Хоча А как вы представляете? Он говорит, нигде не хожу, постоянно езжу по стране.
Слушайте, жалко бы Гордона. Вот прям сердце сжимается. Представляете, как ему опасная вообще жизнь у него. Путин лично приказал его убить. Элитные спецназовцы ФСБ уже выехали в Украину. Как они выехали, интересно? Наверное, через страны Євросоюзу? Или как? БТЦ. Дуже люблю. Так. Не їжджу за кермом, в мене нема машини. Мене возять. Я під державною охороною. Угу. Ну, зовсім інше життя. Тому, коли я кажу вам, що в мене нема картки, це правда. Де я буду нею розплачуватися? Короче, карточки нет, нигде не ходит, его возят. Ну, так живет журналист. И теперь открыто, в принципе, тайна, почему он жене своей интервью дает. Ну, они друг у друга берут интервью. Потому что он уже постоянно ездит по Украине, а она сидит его бедная дома ждет. А тут нигде не ходит, только ездит с госохраной. У меня, правда, возникает вопрос такой, не праздный. А что это мы, получается, за государственный счет? У него ж карточки даже нет. За государственный счет каждый налогоплательщик Украины оплачивает охрану Гордону? Охранять его надо, чтобы Путин не напал. Слушайте, вот дела происходят. Лично приказал убить. Ну, вот такой он, Гордон. Тот, который хотел кадык вырвать, да, тот, который на фронт обещал. Я первый пойду на фронт. А потом говорит, у меня дети. А что дети не воюют? Да ну, они граждане другой страны. Все ж все помнят про Гордона. Но он никуда... СБУ не запрещает запрещает в магазин ходить. Нельзя, говорит. Ну, выскочи, водички купи, там, сигарет какие. Не, нельзя. Езди по Украине, Гордон. Постоянно перемещаясь. Представляете? Ну и сегодняшняя, это, конечно, апогей, эта история. Стреляли в Стерненко. Значит, женщину нашли, она там с Донецкой области, это фотография официальная СБУ, вот так получилось, да, то есть ее задержали, как бы обезвредили. И, в общем, вообще, конечно, странная такая история. Стерненко сам писал о том, что вообще с ним происходит. То есть на меня напали, потом сейчас в больницу еду, сейчас меня там будут еще что-то там со мной делать. Короче, это все агенты России. Вот, все, вердикт. Женщина-одесситка, ее наняли. Она жила в том же парадном, ну, в том дворе дома, из парадного которого выходил Стерненко. И вот, собственно, как это было, даже видео появилось, представляете? Ну вот, все как бы, все нормально. Стоит, ждет. Вот она стоит, какая-то машина стоит. Потом оказалась это машина Стерненко, Range Rover. Ну, то есть он выходит из подъезда, из парадной. Вот, выходит. Первый идет человек, это не Стерненко. Второй идет человек с рюкзачком, это Стерненко. И третий выходит. И туда протягивает руку. Ну, не знаю, если... Давайте попробуем вот так вот это все дело сделать. Может быть, чтобы было немножко виднее. Ну, или насколько это возможно. Да, то есть она протягивает руку, и тут сразу происходит нечто. Ну вот, идет, что-то происходит, да? Видимо, как бы пуля шальная вот эта. Но он как бы скрючивается и идет в машину. Ну, вот таким вот образом. А вот этот третий, который как бы замыкающий, уже, ну, обезвреживает преступника. Все жестко, вот это все. То есть давайте сначала, ну, понятно, что машина садится, а машина уезжает. Значит, долго с ней возится, вот это. Потом вы видели этот кадр, где она уже там в арке непосредственно задержана. И многие обратили внимание, что у нее на руках стяжки. Стяжки. То есть этот человек, который ее... У него с собой стяжки. Я вот думаю, хожу я Стерненко, допустим, охраняю, а у меня стяжки на руках. А зачем мне стяжки? Это чтобы если что-то вдруг там с Стерненко там случится, я ему сразу раз и завязал,
руки? Или что? Или в хозяйстве такой хозяйственный мужик получился? То есть ни наручники, ничего, стяжки. Есть информация, что это охрана СБУ, которая его сопровождает. Охраняют, как Гордона. Только там госохрана, а это охрана СБУ. Писали и говорили, вот первая версия, что тяжелое ранение, вот, но пуля прошла на вылет. Район сердца я где-то встречал, ну, кто-то писал. Видим на видео, что это сердце в районе ягодицы. За нее он схватился. Куда она вылетела, вообще непонятно. Но куда-то, видимо, вылетела. Там же ход такой витиеватый. Попала, вылетела и его, собственно, отправила. Больше всего вопросов. Понятно, возникает, что его охраняет СБУ, чтоб, не дай бог, кто он такие деньги шальные зарабатывает, ну как, собирает на дроны, на помсту, на просто ужас, какие большие бабки. И его охраняют. Ездит он на Range Rover за 200 тысяч долларов, примерная цена. Ну, может, меньше, может, какой-то подержанный. Или, допустим, волонтерский. Почему не может быть волонтерский? Ну, пригнанный, с перебитыми номерами. Нормально. За 200 штук машина Range, пускай 150, пускай 100, ладно. 2 человек охраны, которые его быстренько увезли. Этот человек, который задержал. Все складывается. Русские заказали. Русские. Вопрос. А снимал кто? Судя по месту, где это находится, это как бы балкон чей-то. Ну или там, да, вот. Кто-то вот вышел, достал телефон и думаю, а что это за женщина тут стоит? Вот это? Да, я вот это поснимаю. Интересно мне. Интересная женщина. Там какого, 79-го она года, по-моему, да? Ну, что-то такое. Интересная женщина. И снимает. И снимает ее, снимает. И так, блин, удачно снял, что Стерненко вышел. И та стреляла в него. Если бы я стреляла в вас, помните вот «Три мушкетера». То есть, вот такая ситуация. Хайп неимоверный, ужас и кошмар. Целого Стерненко подстрелили. Теперь Стерненко официально может быть, ну, как бы назвать свой блог не Стерненко, а Стерненко подранок. Подранок. Потому что его ранило. Так а кто его ранил? Что за женщина с пистолетом? Ну ладно, женщина с пистолетом, действительно, там женщины там, нанимаются, чтобы убить. Так а снимал это кто? То есть они знали и поставили человека снимать? Или это снимали для отчета, чтобы вот, смотрите, случилось, а я вот снял и передал. Так а как этот отчет попадает сейчас в Украину, если это русские? Ох, какая интересная история. Шито белыми нитками. Пиар до неба. Перебивается информационная повестка вся. Все шумят по этому поводу. Стерненко чуть не убили. Стерненко чуть не убили. Там мы санкции вводим против своих граждан. Да ну бог с ним. Там продвижение к Днепропетровской области идет. В Сумской области. Так, да вот это Стерненко стреляли. Представляете? Россия сегодня вышла официально, Министерство иностранных дел Российской Федерации. Украина не будет больше в границах 91 года. Все. Думаете, не интересно, Стерненко стреляли. То есть ни политика, ни какие-то там вещи, не, это все ерунда. Вот такая история. А пока в Стерненко стреляют, кстати, напишите, пошумите, вот что вы думаете? И в вопросе проголосуйте, очень интересно. Кто-то стоял, снимал. Подстроенная вообще история, то есть вообще просто. И стреляли еще куда? В задницу? Не попала, что ли? Или попала, наоборот, туда и метила? Эта женщина. Пока мы стреляем в Стерненко, у нас есть потрясающая публикация. Без угла, как репортер из парламента. Там сегодня собирались, голосовали. Разные вещи говорит. Ну, там, по поводу голосований. Выступает Лубенец. Обсуждали ситуацию с СЗЧ. И ее как бы комментарий по этому поводу.
умопомрачительный. Короче, половина нашей воюющей армии в СЗЧ. Представляете? Половина. Вот так, если так взять, и так навскидку. Пол армии в СЗЧ, а другая половина вот, борется, воюет. А депутаты, коллеги безумные, интервью раздают. Ох, интересное интервью раздают. Вообще, такой депутат, такой молодой, Мовчан есть такой, слуга народа. Говорит, всі пойдуть служити. Я вважаю, що воювати будуть або мають всі. Типу, я не кажу, що там, знаєте, я створений для якихось інших речей, бо я на це все дивлюсь з тієї точки зору, коли мені треба приймати рішення, наприклад, по закону про мобілізацію або там про подібні ініціативи. Ми маємо бути чесними, що у нас ми повинні всі захищати нашу державу. І в принципі, вообще, конечно, это он в Полтаве на Суспільном приехал в Полтаву, дает интервью, да? Ведущая такая интересная, носочки у нее, там, сандалики. Как вроде парад собирается, ну, кого-то изображать на параде перед 9 мая. Такой винтажненький стиль, два стульчика. И вот он сидит, говорит, все пойдут воевать. Я всегда это держу в уме, когда принимаю решение. я не виключаю того, що коли закінчиться наше скликання, я також піду Куда? мобілізуюсь, чи там, як буде. Що стосується зараз, То есть вы понимаете, говорит, когда закончится моя каденция, я пойду мобилизуюсь. Куда? Она не закончится, пока идет война. А когда закончится война, закончится каденция. Куда ты пойдешь мобилизовываться? я точно віджимаюся як депутат, тобто я служу Отжимаюсь я как депутат. Ну, не в прямом переносном смысле, отжимаюсь. То есть работаем вот все на победу. українському народу і роблю ті речі, які в моїх силах, а в моїх силах багато чого, для того, щоб в Україні стало не гірше. Да? Вы поняли, какая программа услуг народа? Они работают, чтобы в Украине стало не хуже. Товарищи, не получается, становится хуже. Не работайте. Ну и всех, конечно, гонит на фронт. Вопиющий случай сегодня, кстати, по поводу бусификации. Приперлись военкомы на частную собственность. Мужики там хату перестраивали. Ну да. Документы взяли, подошли туда, быстренько. Кому ви не представили? Хто ви такий? Кому ви показуєте документи? Покажіть документи свої нам. Хто матюкається? Я в своїй країні можу матюкатися, що хочу, то й роблю. Ну, то есть поскандалили они с мужиками, приперлись в хату на территорию частную документы проверять. Ну, строители, ну, люди там, село, да, то есть люди строят себе там какие-то пристройки, а они вот это все. И я просто не стал там дольше показывать. Короче, так поругались, что тут, говорит, я бы тебе колени попростреливал, коленные чашечки. ЦКшник пришел, заперся в частную собственность, на землю частную, то есть там, где мужики дом строят, начали там быковать всем. Ну, он с оружием, он как бы может. То есть в этой стране вот так себя ведут с обычными людьми. Ты должен знать, что ты пойдешь. Вообще, кто у нас там чего строит, понимаете? Вот мужики дом решили, ну, поладить. Вот к ним пришли ТЦКшники. Стрелять коленные чашечки. А вообще в армии хорошо. Благодаря вообще нашему мощному правительству. История, которая меня поразила до глубины души, это... Ну вот я вот долго думал, я вам показывал и Лего вчера, там были видео, вы помните, что идите, молодежь, на фронт, чтобы девки любили. Почему там не потратить, куда нельзя потратить, или там, почему не получать 2 миллиона, или там 1 000 000 гривен, вот эти все выплаты, 200 тысяч и так далее. Нашли потрясающий способ, как привлечь молодежь в армию. Скільки взуття у пересічного українського чоловіка? Ну, то есть,
Нормальный ТикТок. Он не останавливается, он продолжает генерировать бред. Одухотворенный человек. Знаете, вот в школе телевидения, ну и вообще на телевидении, когда я пришел, там вот учили, чтобы ты должен что-то рассказать, ты должен, быть оплодотворен этой информацией, и ты должен ее излучить и сделать так, чтобы вот настолько тебе это было интересно. Сыграть в это, да, вот сейчас я тебе такое сейчас я с тобой таким поделюсь, вот сейчас вот там показывают мужика, который нам сейчас что-то вот такое скажет, вот таким вот образом. У тих, хто підписав контракт, як мінімум 6. 6 пар обуви у тех, кто подписал контракт. Представляете? Сколько вообще у мужиков обуви? Сколько у вас обуви? Мужики, напишите в чате трансляции. Прям интересно. Сейчас прям перейдем и прочитаем. Сколько конкретно у вас пар обуви? Вот сколько? 6. Считаем. Для душу. Для душа. Это у него обувь для душа. Поставил вот эти сланцы, да, вот эти тапки резиновые для душа. Повсякденні. На каждый день. Для літа. А летом повсякденние. Ну, на каждый день и летом. Ну, хорошо, летние. Ну, там, чтобы дышала ножка, наверное, да? Летние, то есть 3. Угу. Для осені. О, резиновые для осени. Зими. І для лютої зими. Підписуй контракт 1824, заробляй до 2 мільйонів гривень і отримуй взуття у подарунок. Подписывай контракт, получай 2 миллиона и обувь в подарок. Особенно мне вот эти для душа понравились. Обувь для душа. Это вот тебе. Представляете? То есть людей отправляют на смерть, подыхать за родину, так сказать, за Зеленского. И предлагают им 6 пар обуви. Вот сколько у вас обуви? Слушайте, мне прям интересно стало. Пишете вы или нет? Сколько пар обуви? Так, со шлепками 7 пишет Юрий Климашевский. 25 пар у Александра. Ничего себе, пар 10 будет без душа. 27 пар, 13. Что такое СЗЧ? Самовольное оставление части, имеется в виду, ну, дезертирство, короче, если так проще. Это все, понимаете? Это мрак. А вот 4-5, вот видите, на контракте больше, да? Ну, около 20, 12 пар. Ой, Шелест юморист, да-да-да, это трэш. Действительно это трэш. Позорище. 15, 50. Кристина. Кристина. Конечно, вы не пойдете слушать. Вы поменяете 50 на 6. Особенно вот это для душа. Представляете? У моего мужа 12, пишет Ольга. Полпары. Но это, наверное, после того, как отслужишь в армии, когда там ногу оторвало, половинка, что. То есть вы понимаете, какой бред? И на кого это вообще рассчитано? Вот кто в здравом уме, в трезвой, вообще в сознании в трезвом, это надо каким-то быть угашенным, что ли, чтобы, слушай, ничего себе, 6 пар, я 2 миллиона заработаю, еще 6 пар, особенно вот эти, конечно, для душа вообще, сейчас вот это лето, он скоро будет, через месяц, представляете? Вот так завлекают, переобуваясь, да? Переобувь для ВСУ, сменка для лета, еще для чего-то. А вообще в ВСУ, конечно, это изобилие. Рай изобилия в ВСУ, безусловно. 6 пар обуви на человека. Оружие все самое-самое. Показали. Сегодня из Америки грузят истребитель F-16. Там мы это говорили в эфире с Димурой, я об этом говорил. Вот этот истребитель, его реально со свалки достали. Отстойник там, он не рабочий. Его достали со свалки, на запчасти, везут туда, в Украину, чтобы ремонтировать тот, который они поставили. А вообще, конечно, вот это вот постоянное дякую Зеленского, дякую за оружие, у многих возникает вопрос, а за что он дякует?
Тут вышла Нардеп Устинова, ну, тоже небезызвестная там, товарищ. Вот она рассуждает, Умасейчук, тоже небезызвестный. Вообще, а что у нас вообще с оружием? Чего за оружие? Давайте послушаем. Про те, що ви говорите, що лежить зараз на складах, так лежить. Але не настільки багато, як нам навіть здається, і вони не готові з нами ділитися, знову ж таки, останніми. От давайте я на прикладі стінки вам скажу. Значит, лежит в студии, говорят, вот эти американцы, у них там на складах лежит, они с нами не делятся. Нардеп Устинова говорит, не, ну оно-то лежит, конечно, но оно как бы не то уже, не то. А что такое? Говорит, давайте на примере стингеров, ну это ПВО, которое там стреляет, вот это, стингеры. Давайте вот на примере, очень интересно. Нам віддали 10-річний запас стінгерів. Але проблема в тому, що вони нам віддали стару модель. В них, якщо я не помиляюся, по-моєму, General Dynamics, ні, це Lockheed виробляє. Яка різниця? Тобто в чому виробництво стінгерів? Кожних 5 років виходить нова модель, і на нову модель не підходять старі ракети. Короче, нам отдали старые стингеры, каждые 5 лет выходят новые стингеры, ракеты не подходят. Ракеты под стингеры не подходят. Потому что каждый раз надо же чем-то отличаться. Давай поменяем вот этот, как это, дулоприемник, да, вот это то, что куда ракету в стингер, да, засовывают, ну, не подходит. І вони переводять всю армію на нові моделі. Так от, те, що в них було старе, вони віддали, на них вже закінчилися ракети, а нові вони нам не готові давати, тому що це стоїть на озброєнні їхньої армії. Та сама історія з літаками. Ми, наприклад, у них величезна кількість там А-10, це Thunderbolt, які реально в пустелях лежать. Ми не захотіли їх забирати, тому що ми спочатку говорили про них з американцями, але нам немає сенсу їх забирати, тому що на них взагалі не виробляються запчастини. Це одноразовий літак. Короче, весь хлам, все вот это железо, весь этот металлолом, который не нужен, ну там же есть продолжение. По завышенным ценам, как новый, потому что на эти деньги тот, кто отдает, покупает себе новый, ну, вот как с самолетами было, как там с танками, еще чего-то, да, то есть все сгребли в эту Украину. И устроили полигон, в том числе и старого оружия. И когда нам рассказывают вот этот вот бред о том, что вот смотрите, какая современная война, как все там, какая современная. Место по утилизации и сжиганию ненужного барахла, которое никогда не понадобится, а мы еще даже вот, мы должны брать и утилизировать его здесь, о наших солдат и о солдатах противника. Ну вот, об украинцах и русских. Утилизировать старье. А какой-то самолет нам предложили, а мы его даже брать не стали, потому что там чего-то отвалится, а запчастей нет, уже не изготовляется. Вот такая помощь. Вот это вот помощь. Понимаете? Из новостей сегодня. Интересная, я считаю, показательная новость. Ограничили пребывание на пляжных зонах Черного моря на территории Карвино-Бугасской сельской территориальной общины. Ну, это район Затока. Одесса, Затока, она вся разбита. Там, собственно, там много баз отдыха. Эти базы отдыха, понятно, что использовались по-разному. Но разбита вся Затока. И заминировали подходы к морю. Интересная новость. Потому что как бы десанта не случилось. А иначе зачем подходы к морю минировать? Тут такой очень опасный момент, опасный сигнал с точки зрения стратегии. Чтоб никто не подорвался на минах. Так а зачем там мины? Ждут десант. Ну и идет, конечно, начался май. Сегодня 1 мая, День трудящихся. Люди трудятся. Где-то это ценится, где-то это не ценится. Где-то люди не должны трудиться, а должны идти умирать, погибать. А им дадут 6 пар обуви. И для душа тоже обязательно дадут. И приближается 80 лет Великой Победы. Праздника, который испохабили в Украине, плюнули, растоптали, растерли. И продолжают это делать. Эти кадры — это Львов. Есть холм славы во Львове. Оттуда, понятно, сбили солдата, ну, памятника солдату. И сейчас сообщили вот сегодня, что проводят эксгумацию тел советских солдат
Ну, чтобы место освободить. Чего тут, да? Ну, холм славы, вот это придумали все. Эксгумацию. 80 лет, да, пролежали, ну, там меньше чуть, ну, неважно. Советские солдаты, памятник сбили, надругались и эксгумацию проводят. Вот вам Львов. И это перед праздником Победы. Плюнули в эту победу уже. Эксгумацией. И не только. Зато очень интересные дискуссии там продолжаются. Ну, там мы вчера обсуждали о том, что давайте стрельнем по параду в Красной площади. А мы же не будем стрелять по параду, а давайте стрельнем в другое место, потому что русские все ПВО туда стянут. А мы тут советских солдат эксгумируем. Поляки приехали эксгумировать жертв Волынской резни. Первые тела нашли. Ну, там сложно, леса. А тут не сложно, тут просто. Они тут захоронены в свое время во Львове. Памятник сбили, все как бы надругались, испохабили. Достали. Вот такая страна. Ну и 1 мая, знаете, то, что заразно, это везде. Финальный штрих нашего сегодняшнего шума, чтобы опять-таки не перетягивать уже. Ох, как, слушайте, заболтались мы сегодня. Всех я хочу поздравить с 1 мая, с Днем трудящихся. Демонстрации там были в разных странах. И в Париже тоже была демонстрация. Ну вот чем закончилось. Ну, нормально, свободная страна. Вышли они на демонстрацию, а с ним тоже вышли. Вышли товарищи и, так сказать, отработали, чтоб сильно не бузели. Это мы вот в такую Европу стремимся, где не День Победы, а День скорби, где ты, конечно, выходи на демонстрацию, но если что не так, вдруг там какое-то настроение чего-то, где-то начнешь прыгать, вот получишь. Вот такие реалии, вот такой шум. Напишите, что думаете вы по этому поводу, очень интересно. Я всех благодарю за то, что ставите лайки, не забывайте это делать, это очень важно для алгоритмов YouTube. Будем проводить, провожать наш опрос. Ну, пишет Светлана Рудник, деды отомстят. Да уже вряд ли. Вряд ли кто-то поднимется и отомстит. Ну, мне так кажется почему-то, не знаю. Карма придет. Карма, да, вернется. Просто что назад уже никто никого не перезахоронит, понимаете? И, ну, памятник могут поставить, но не так. Значит, Александр Шелест, неинтересные темы сегодня. Ну уж как есть, понимаете. Неинтересно Хроносу. Ну, дело такое. Неинтересно, ложитесь спать. Что вам сказать? Спасибо все равно, что написали комментарий. Подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Кто хотел ликвидировать Стерненко? 2% Кремль, 9% обманутые военные, 11% банковая, сама же, ну и 78% никто, это тупая инсценировка. Я так понимаю, что тупая инсценировка, как бы, ну я разделяю ваше мнение, что это специально, чтобы перебить, забить баки. Ведь опять-таки, ну, смотрите, санкции на Арестовича, Бондаренко, Олешко, да, сегодня, ну, чтобы вообще никто... И почему раньше это? В пятницу же должны были. Все знали, что в пятницу. Раньше, пораньше надо. Потому что надо еще пару дней, чтобы YouTube-каналы поблокировать, там чего-то, рты позакрывать, чтобы никто никуда не вышел. Надо стерилизовать. Никто не расскажет вам о сделке, как Зеленский продал Украину, понимаете? В обмен на гарантии себе и сохранение там своей клики и своего окружения, активов своих, ну и там. Он-то закончит войну, заставит, но он выторговал себе это путем вот этой сделки, в которой нет гарантии безопасности. А он выходил, нам рассказывал, не подпишем ничего без гарантии безопасности. Где гарантии? Нет их. Даже секретных документов нет, можно было сказать, ой, да это в секретных документах. Никто об этом не слушайте никого. Это враги. Плюнули там в экспертов, плюнули в людей, которые доносят точку зрения. Ну вот так. Да? То есть, конечно, это неинтересная тема. Стерненко заказала ФСБ. Представляете?
ФСБ стреляла, наняла женщину. Ничего себе, еле выжил. Пуля прошла в 40 сантиметрах или 50 сантиметрах от сердца и с другой стороны. Понимаете? Все, народ в шоке. Как это? Стерненко стреляли. Снимал кто? Вообще, кто там снимал? Случайно кто стоял на балконе, курил. Женщина понравилась, решил встать поснимать. Что это оно тут стоит? Ну, вообще неинтересно. Вот перебили вот эту всю историю, там, запустили эту штуку. Гордон, конечно, он не мог удержаться. Это старый как-то тертый калач. Тертый лысый калач. Надо что же сказать, что на меня охотится ФСБ. Вышел второму лысому, сказал, у меня вообще я в магазин сходить не могу. А в туалет может сходить? Там, лысину побрить может без сотрудника СБУ? По Украине все время ездит, не может находиться на одном месте, потому что отследят, и специальная группа из ФСБ приехала в Украину, и их там задержали, предотвратили вот это покушение. Ну и тут, видели как СБУшник отреагировал из охраны Стерненко? Прям вырвал пистолет. Прям вот сразу вот так вот, вообще никто ничего не испугался. Попрыгал только с раненой задницей Стерненко к себе в Range Rover. Ничего не видели мы, ни крови, ничего, никакого там этого. Ну, просто вот попрыгал и все, нам рассказывали про операцию. Неинтересно это. Понимаете? Из людей делают болванов. Болванов и баранов. Стадо сбивают и начинают вести. Никто не расскажет вам про сделку. Всем заткнули рты. Вот так работает эта история. Кто-то говорит, выборы там скоро. Какие выборы? Нет. Все вот идет вот таким чередом. Нет, они могут, конечно, провернуть эти выборы в ближайшее время для того, чтобы опять-таки переизбрать Зеленского. Но если ты, когда там даже такие, которые за мир говорят, мы будем стрелять по параду в Москве. Кто ты? По какому параду ты? По Си Цзиньпину ты собрался стрелять? Или там по министру Индии, по странам Азии, которые приедут? Но всем забивают баки вот этим. Вот это надо слушать, а все остальное нельзя. Вот в такой стране живем. Но зато 6 ботинок, да. 2 мая в Одессе потушно простерненковали. Ну, вот видите, 2 мая будет завтра. Карасев, что с него, кроме цепей, нечего взять? Ну, видите как. Олежке соболезнования. Аленушка пишет, сегодня прилетели дроны по Олежкам. Это Херсонская область, подконтрольна Российской Федерации. Прилетели несколько дронов. Сейчас не вспомню, 7, по-моему, погибших, да, и 20 раненых. По-моему, такая статистика. Это сегодня было днем. Прилетели дроны на рынок. Вот, на рынок. Саша, когда этот кошмар закончится? Не знаю. Вряд ли когда-то закончится. Давайте посмотрим как говорится, заглянем в чат закрытого клуба. Зрителей Шелеста. Какие вопросы есть? Значит, Александр. Теперь украинский Юрий Дудь. С кем не пообщайтесь, всех под санкции. Шутка так себе, конечно. С Дудем не хочу себя сравнивать никоим образом. Вопрос такой. На онлайн-эфире Мураев сказал, что Елена Бондаренко в СИЗО. Хотя до этого все думали, что она уехала. Известно ли вам что-нибудь об этом? Ну, я не смотрел прямой эфир Мураева. Бондаренко в СИЗО? Нет, ну... Люди переписываются, конечно, из СИЗО. И всякие есть случаи. Но, по моей информации, она не в СИЗО. По моей информации, она не в СИЗО. Хотя, сейчас сложно о чем-то судить. Но это, может, моя неправдивая. А у Мураева-то, правдивая информация. Ну, может, для пущего словца сказал, а может, правда в СИЗО. Я думаю, что она в безопасности. Но, опять-таки, я думаю. Так, возвращаемся в наш чат трансляции. Что тут у нас происходит? Кто чего пишет? Кто что вообще думает? Реально ГУЛАГ. Сергей Хромов. Да, действительно, так и есть.
В Украине свой профессор Соловьев по имени Гордон. Профессор Соловей, наверное. Саша, будет ли интервью с Мураевым? Не знаю. Думаю, пока нет. Шарибы знал и всем сказал о Елене Бондаренко. Да, уже бы, конечно, все бы знали. По моей информации нет. Ну, а зачем он это сказал? Это вообще другой момент, непонятный. Скорее имел в виду Елену Бережную. Ну да, наверное, перепутал, скорее всего, да. Потому что нет, наверное, что-то... Ну, прямой эфир, сами понимаете, я тоже заговариваюсь, там бывает чего-то, где-то мысли не уловишь, там что-то еще, ну, фамилию перепутаешь. Ну, поэтому простительно. Прямой эфир, на то прямой эфир. Здравствуйте, что вы думаете о Гонопольском? Умный дядька Гонопольский. Так, тут пишут, что меня забыли. Забыли. Мгм. Так, значит, не вижу я вашего вопроса, кого забыли почему-то. Значит, чат трансляции. Вавилон. Всех, кто перестал ходить к Шелесту на других каналах, не смотрю из принципа. Ваше право. Смотрите, не смотрите. Это дело такое. Ну, тут же понимаете, в чем дело? Эксперты, хрен с ними, с этими экспертами. Ну вот правда. То есть, и они сами так думают. Нормальные люди, которые, ну, из тех, не со звездой, не какие-то там, как Данилов Волков перекрашивал, а вот такие честные эксперты, никто не ждешь претензий к ним, да. Тут вопрос не в экспертах, вопрос в людях, которых вот реально вот как флажки выставили, всех под колпаком держат, давят, причем ни за что. Ну, я не знаю, то есть, ну, вот за что Бондаренко санкции влепили? За что? За книжку? За там историческое образование? За что? Он там кого-то подкупал, чего-то где-то, заговор какой-то был. О чем вы? Окститесь. Ну вот за что? За что против меня санкции? За интервью с разными максимально людьми, и вы, там, если вы не новый зритель, то вы примерно понимаете, что это были за интервью. Разные мнения, всегда выдерживался какой-то баланс. То есть тут мы такого эксперта, тут такого эксперта. Понятное дело, там многие раздражались на одних, любили других и наоборот. Но тем не менее, за вот это санкции, идиотизм, понимаете? То есть вдуматься. Но это полбеды, экспертное сообщество. То есть я, опять, еще раз, ни на кого не держу зла, все, ну, у всех свои обстоятельства, все понимают, да, что к чему, мысли, кто-то... Я вот единственное, что жалею людей, которые там, правда, там изменили мнение о людей, которые попали о людях, которые попали под санкции. Вот это бред просто. Ну как ты там знал человека, общался или не знал, а тебе потом санкции ввели. Правильно ввели санкции. Да елки-палки, неправильно. Ну, Арестович, школа мышления Перрон, санкции, или там, что он вышел и сказал, я буду президентом, потом отказался, потом сказал, да, может, не буду. Ну, то есть, подождите, так у нас каждый может выйти и сказать, я буду президентом. Ну, выйдите вы, скажите. Ну, почему не скажите? Ну, вас поддержат или не поддержат. То есть, абсолютно противозаконная история. Абсолютное шельмование и вот эти вот, как это, желтые звезды. Желтые звезды. Саша, эти санкции законны? Незаконны абсолютно. От слова совсем. Не прибедняйся, все ты знаешь. Ну, конечно, ну, знаю, делюсь с вами, что знаю. Так, Бондаренко за книгу вам из-за зависти. Ну, опять-таки, это вот, понимаете, какая... Опять, еще раз. Да, любились до мышей. Ну, вот смотрите, все-таки, ну, это государство, да? Государство. А это какой-то YouTube. Соцсеть элементарная. Ну, только с видео. Можно там чего-то снимать, говорить, высказываться, там какие-то творчеством заниматься, какие-то там делать полезные штуки, там, как прибить гвоздь, как сварить яйца, там вот эти все вещи. То есть это YouTube. В YouTube вообще политический сегмент не такой большой на самом деле. Это абсолютно, это не политическая площадка.
Даже X больше политическая соцсеть, чем YouTube, хостинг видео, ну, то есть, да, вы понимаете. Каждый приходит, ну, там люди смотрят, находится отклик. Заткнитесь, не смотрите, мы под санкцией. Понимаете? Спасибо большое анониму за поддержку. Под санкцией. Рот закрыли все ровно, ровно и именно вот так и никак по-другому. Так это целое государство. И какой-то там YouTube-канал. Не телеканал, не газета, не коллектив редакции, не каких-то там какие-то большие. Это просто вот, ну, такая, ну, как бы инициатива там частная абсолютно. Абсолютно там не про деньги, которая имеется в виду там отношения, там люди покупают экспертов для YouTube-каналов. Что за бред? Ну, а тут целое государство с бюджетами, с армией, с силовым блоком, с СБУшниками. Получается, не могут справиться. Так, значит, да ладно, Немо пишет, что ты обманываешь, я хотел зайти на Ютубе посмотреть, как варить в яйца и не нашел. На Ютубе не нашли, тоже под санкциями. Не, ну слушайте, ну яйца под санкциями. Да, это, конечно, это у кого нет яиц, они вводят санкции на видео про санкции и яйца, как варить. Шелест, чья Одесса, божья. А, какой ответ. Подглядел одного боксера. Стреляли с травмата. Ну, так, убить хотели, наверное. Так, Ермолаев сбежал, творческий отпуск. Значит, Наталья Иванова, ура, 3000 лайков. Спасибо, Наталья, что следите за лайками, у меня не отображается адекватно. Серденко теперь дырявый, нет, подранок. Так. Александра, было ли будет у вас интервью с Лисовский Продакшн, который песенки про ТЦК и Зелю клепает? Пользователь Полотенчик пишет, было интервью, 2, по-моему, было интервью, если я не ошибаюсь. По-моему, дважды мы с ним беседовали, ну и побеседуем позже. Песенки про ТЦК, про Зеленского поет, да. Сначала было просто про эти песенки, там были там фрагменты тоже, да, то есть, ну, мы показывали, рассказывали. А потом, когда на него там дело завели, он же перешел границу, и ему сказали, что ты вообще помогаешь всем. Ну, короче, преступник, всем помогаешь. Он говорит, никому не помогаю, сам перешел. Ну, там на родителей начали давить, в общем, через семьи, уголовные дела, то есть по этому поводу общались. Александр, как отметите праздники, шашлыки или не до праздников? Если честно, пока не до праздников, ну, посмотрим. Посмотрим, ну, как бы шум, наверное, будет. Я думаю, будет. Ну, если вам, конечно, нравится. Если вам нравится, поставьте лайк, напишите, хотите ли как бы на майские пошуметь. Вот у нас 16 тысяч, спасибо вам большое, что шумите в этот поздний час, несмотря на то, что, да, вот 11:30 уже, а мы вот все равно здесь с вами и общаемся, и беседуем. История позора, 30 лет Украины. Саня Ослопо завтра в Одессе цветы принести к Дому профсоюза. Валентин Кутлай. Слабо. Не доберусь я до Одессы, до завтра, до Дома профсоюзов. Кому этот Стерненко нужен в России? Кто он такой? Так он же дроны собирает, которые летят на Россию. Помста. Почему нет? Александр, у вас на цепочке крестик? Да, у меня крестик на цепочке и, ну, ладанка, иконка, да, то есть на майские пошуметь. Саша, надо отдыхать, отсыпаться, магнитные бури грядут, целую в обе щеки, говорят, Шелест похож на дельфина. Шелест похож на дельфина? Пищит точно так же? Или такой же обтекаемый? Сергей Хрома, вопрос. Нравился работать на Ньюзван. Как считаете, после падения режима Зеленского могут ли вернуться каналы в формате Ньюзван 112 и наш? Не, ну много форматов. Форматы вернутся. Каналы нет, уже не вернутся.
форматы по-любому вернутся и будут опять. Это все просто цикличная история. Сейчас такой период, сейчас нас загнали в этот период, но форматы будут возвращаться. Опять будут большие студии, то есть я знаю, что это будет. Буду ли я там, не понимаю пока. И вообще, что там будет, когда с этим медиаполем. Но это, как бы я вам объясняю с точки зрения медиа, люди соскучатся по этим драчкам, диванам, площадям, кранам пролетающим вот это вот над студией, музыки вот этой тревожной, как они там друг друга... И что-то подобное будет обязательно. Это сейчас вот так все камерно, типа скромненько, все на войну, а на войне ничего не хватает. Дельфинумное создание, спасибо большое. Пингвина, ха-ха, Жизель, на пингвина. А в СНБО пингвиноведы, значит, да? Александр, как вы думаете, когда Зеленский введет санкции на свою тень, тень точно не имеет украинского гражданства? Ну, это правильно, хороший риторический вопрос от Олега Власова. Это да. Осталось только на тень Зеленского. Вернется ли старый чемодан Савик Шустер? Я думаю, нет. Мне кажется, не вернется. Хотя подтянут. Если будут чувствовать рынок, бабки, ну вот это все, подтянут, попробуют. Саша, какое звание бы вам хотелось? Звание? Не пойму, о чем вы, о каком звании. Ну, непонятно. Звание военное? Никакого не хотелось бы мне военного. Да, Арестович будет в понедельник, 21:00 по понедельникам Алексей Арестович будет. Мы там немножко подвинемся, разведем немножко эфиры. Я думаю, что все будет хорошо. То есть мы всех тех, кто есть, и Арестович тоже будет. Ну, пока не говорил, я там не формировал понедельник, но я думаю, что это будет замечательно. Ну, замечательно в каком плане? Ничего замечательного нет на самом деле, ни у Арестовича, ни у меня, но я думаю, что они и сейчас это, наверное, понимают, а вот после санкций на Арестовича они тоже поймут, что нельзя бороться с Ютубом, со словом, с людьми, которые приходят, вот как мы сейчас с вами общаемся, пишут комментарии, общаются, то есть высказываются. Много пишут и чуши, и хейта, и бреда, и там оскорблений, еще чего-то. Ну, вообще под Ютубом. Целые сетки, боты и так далее. Но они просто поймут тогда, да, вот, когда люди, они что же не дураки? Что они, ну, запрещают, они возьмут и включат этот VPN, и будут смотреть, и будут дальше это делать. А может еще и больше будут смотреть со временем. Просто время должно пройти, и все немножко должны как бы показать этот протест этому зеленому диктатору, да, зеленой диктатуры. Говорит, пропагандисты войны, Кость Бондаренко, Олежка войну пропагандирует. А Зеленский за мир, а мы, получается, под санкциями сейчас войну пропагандируем. Ну, бред же. Оруэлл чистой воды. Нельзя бороться. Ну да, я это имел в виду, Елена Савченко, да, нельзя бороться с собственным народом. А получается, да. Ну, поэтому с народом не борются. Народ просто загоняют в стойло. Действительно, у каждого есть хейтеры. Привет из Крыма, с праздником, где нацификации быть? С праздником вас, Галина Холодная. Спасибо большое за то, что блогер, где интервью с Потапенко. Ну, та же история. В России я иноагент, свяжешься с иноагентом, сделают а-та-та в России. Поэтому, ну, вот такой момент. Значит, Одесса соболезную. Да, вот уже 2 мая наступает буквально через полчаса. Аленушка, вопрос. Александр, что за канал «Знай правду»? Там шум наш залили. Не знаю, что это за канал «Знай правду». Абсолютно, вообще без понятия, кто эти люди. Поэтому не знаю, что это за канал «Знай правду». Много, конечно, каналов таких создается, зеркалок и остальных вещей. Так.
Значит, совсем не вижу Вадима Юрьевича, он решил замолчать. Александр, мы очень ждем, рады, что остались. Ну, я думаю, что он заговорит еще Карасев. Ну, это, конечно, тоже свинство, да? Я не... Человеку под 70 лет, то есть человек опытный, ну, живет этим ютубом, аналитикой, работает, дисциплинированный. И просто забрали как бы, смысл, да, его деятельности. Вот, и то это все свойное куцая стало какое, да. Значит, Владимир Чистяков: иноагентом могут быть только граждане РФ. Каким образом иноагент? Ну, вот таким образом, не только граждане РФ. Полистайте этот список их с иноагентами, поэтому вы поймете, что там не только граждане России. Куда пропал трижды прокурор Украины Пескун? Пескун на чеку, он ждет. Вот сразу дадут отмашку, и вот мы о нем еще услышим. Так. Шелест, кто убил Небесную Сотню, как думаете? Ну, было же эти грузинские снайперы, нанятые то ли ФСБ, то ли Януковичем. Представляете, видели этот фильм? Ну, вот так. Вообще, конечно, провокации жуткие. Очень кошмарные. И я вам хочу сказать, если раньше там были, ну, какие-то... Если раньше были хоть какие-то там рамки, что там 1 жизнь, 2 жизни, 3 жизни, ну вот как-то, да, это было кошмар и ужас. Сейчас вот штабелями кладут головы ради этого режима. В этом смысл войны. Гром Укр. Саша, можно ли верить запросам и рейтингам в Украине? Их надо воспринимать не на веру, а на тенденцию. Значит, хотят показать вот так. И сразу задавать себе вопрос, зачем, к чему готовят. Понимая, что они не сбудутся по факту, но понимать, зачем вам это показывают. Если вы поймете, значит, вы должны... Причем это не обязательно первая позиция. То есть, да, вот вы там глянули, там первый, там, Залужный, например. Это вам специально принесли, под нос подложили, чтобы вы поверили в победу Залужного. Не-не-не. Там работает по-другому, там 5, 4, 6, вот это вот места. Это вот там. Ну, чтобы вы привыкли к фамилии, например, да, или там, сегодня 5, смотри, а тут уже там 3, ничего себе. Сегодня 4. Ну, и вот это вот такая игра, да, политтехнологическая. Саша, парад на 9 мая будешь смотреть? Ну, если сильно долго шуметь не будем. Посмотрим. Ну, если проснемся, посмотрим. Что не посмотреть. Интересно же, наверное, да? Си Цзиньпин там приедет, Ким Чен Ын, Фицо, другие деятели. Рубио мне вот интересно, приедет или нет. Запустили эту же историю, вы в курсе, да, что приедет Рубио. Запустил телеканал «Звезда», российский телеканал. И причем этот телеканал, так вот, тоже сомневающимся стилем об этом написал, что будет некий гость. Мне вообще закрылось такое подозрение, ну это так, это полушутка, это не воспринимайте всерьез. Закрылось такое подозрение, что это Уолтса хотели отправить в Москву, и вот это он слинял по-быстрому, как советник по нацбезопасности, и типа, ой, бог с ним, Рубио, давай Рубио. Ну, это так, это полушутка, там другие причины, понятное дело, мы не говорили, что по поводу Уолтса, но если так вот разобраться, то это неожиданный и классный дипломатический ход, который все расставит на свои места. Вопля будет, но этим они многое покажут России, которая будет сговорчивее. Тут же какая история? Там злой Трамп, раздраженный, Путин. Путин тоже может быть раздраженным, и Трамп может быть раздраженным. Это игра в знаки, дипломатические пасы, да, там вот. Тут тебе пас, вот это тебе пас. Витков, он какой счастливый, ездит к Путину по 4-5 часов, говорит. Это вот так вот делается. И это будет не просто жест и сигнал, это будет очень поворотный момент. Вот, гость из США
в Москве на параде, это прям поворотный момент, а если там калибр Рубио, то вообще, ну, все. Это означает, что Америка может брать Россию тепленькими, ну, в плане условий урегулирования, потому что они оказали этот знак. И это будет означать, что как бы Америка не кинет, потому что, несмотря на все вот эти, ну, да, вот эти ограничения, там будет, например, Рубио. Поэтому это будет нечто. И сразу это будет маркер, что война вниз. Пике такое вниз, и все будет завершаться. Ну, это мечты, конечно. В чем ваша сладость, но информация интересная. Инсайт от звезды. Елисеевича пригласите? Да, пригласим, почему не пригласить? Пообщались, вроде неплохо пообщались в прошлый раз. Значит, Шелест, позови Гордона, посмеемся. Так, если убивали агенты ФСБ, зачем СБУ заметала следы преступления ФСБ? Саша, в чем суть? Кого убивали агенты ФСБ? Вот Стерненко? Заметали следы? Может, помогали, что заметали следы? Ну, это все как такой цирк. Ну, вот устроили просто цирк, да, чтобы перебить информационные волны, чтобы там о Стерненко все говорили, они говорили, например, об Арестовиче. А все это вместе должно, этот срач, должен был немножко оттенить вот эту сделку, которая, ой, какая хорошая, а мы все, ой, как поверили, а нам всем расскажут, да, недра, а они были вообще ваши эти недра. Олигархи там сидели, вообще вам ничего не доставалось этих недр. Пху на вас. Ходите тут, воняете по поводу Конституции. Нормально, сейчас американцы придут, и мы ж ничего не отдаем. Смотрите, у нас партнерство. Все хорошо, государственный бюджет будет наполняться. С чего только, как только. Трамп говорит, заработаю больше, чем 350 миллиардов. И уже начинают там, а вот это не публиковали, а вот это недоопубликовали. Так что такая история. Да, Александра, прокомментируй, пожалуйста, по каким, пожалуйста, законам Украина обменивала своих граждан на пленных. Нет такого закона. Ну, смотрите, там не закон, там, по-моему, дают тебе подписать, ну, насколько я слышал. То есть могу ошибаться, сильно я глубоко не вникал. Там тебе дают подписать согласие на обмен, а тебе шьют уголовку. Там два случая, если там прям такой обмен какой-то там персональный, важный, эту уголовку потом, ну, типа закрывают, да, и обменивают тебя. Или не закрывают. Тоже случаи такие были вот в войну, то есть не закрывают. Уголовное дело есть, приговор там заочный, туда-сюда, но ты уже обменятый, например, да, и тебя поменяли. Как священников меняли, не знаю, надо уточнить. Чем он им страшен? Он не страшен. Ну, смотрите, с точки зрения... Ну, подождите, ну... Генерал Москалик был подорван. Он носил доклады Путину. Это в некрологе написано. Нечто в центре Киева, в центре Москвы, не в центре, в Балашихе, в Москве, допустим, это все разлетелось в день приезда Виткофа. А тут, представляете, Киев, громкое убийство, человек, который собирал на дроны, там, на помсту миллионы гривен, долларов, вот этого человека, вот, ликвидация, смотрите, какая победа. Вопрос только в том, что, ну, так мы не замечали, что так действует Российская Федерация. Ну, как-то так, да, вот такими методами. Типа симметричный ответ. Но если так разобраться, то деятельность Стерненко действительно, она как бы в пользу ВСУ, по крайней мере, ну, публично так точно. И в плане дронов, и всего остального. Сколько там чего доходит, куда не доходит, это там пускай разбираются всякие расследователи. Они были уже, эти расследования, уже Стерненко обвиняют в том, что он не, ну, скажем так, не все отдает из того, что собрал. В процентном отношении нормально себе оставляет. Ходят, гуляют по сети разные слухи, отдавай сбор под твое имя, тебе там 20%, 30%, 40%.
Ну, просто потому что мы там что-то от твоего имени сбора, мы все организуем, тебе там завезем, на карту кинем или там на крипту. Может быть, просто какие-то разборки. Но для России действительно это такая, ну, цель, почему нет? Цель, я не спорю с этим, что цель. Нафиг он нужен? Нет, это не про Стерненко. Но там внутри большая драчка. И я все-таки думаю, что это такой полубабченко такой вариант. Помните Бабченко? Причем тут Россия сказочники? Это официальная версия. Ну что, Россия. Покажи Барика. Где Барик? Барик ушел только что. Ушел далеко. Значит, вопрос. Стариков тоже слился с канала Шелеста. Творческая пауза. Спасибо вам за шум. Ожидать ли в гостях Венедиктова Ширяева? Ширяева бы хотел поговорить, Венедиктова не знаю. Ну, Ширяева... Ну, я не слежу за его интервью, не знаю, там, какие у него взгляды. Ширяев, конечно, да, эксперт хороший. Интересный, по крайней мере, именно в военном деле, которое нужно на нормальном языке услышать от военного эксперта. Он пытается нормально объяснить, научно-популярно. То есть он молодец, Ширяев в этом смысле. Ну, Стерненко ровер, конечно, ровер. Значит, Барик собачка, нет, кот. Вопрос, почему не уехал в Россию, уехал ли вообще, прошу ответа. А у меня нет никого в России, никогда меня там не было, вот правда. Нет, ну сейчас, конечно, там есть подписчики, наверное, да, люди, которые смотрят, люди, которые, возможно, ну, оказались в России, наверное, какие-то есть знакомые. Есть те, кто старые там знакомые, коллеги, друзья, товарищи, которые там на оккупированной территории, так называют, оккупированная территория в Луганске, причем там с 2014 года, есть там кто с 22-го перебрался назад, помыкался, выбрался. То есть разные есть люди, ну как бы ехать кому-то там или переезжать жить там, чтобы там что-то, некому. Просто некому в России. И никогда я в России не был, вы об этом знаете, если следите за каналом. Так, значит, Шабанов где? Ну, Шабанов не дает интервью сейчас. Он занимается там другими регионами, я так понял, больше аналитикой, ну вот Азией. Мне так кажется, ну так показалось. Да, вот эта новость, это не только что, это вот перед нашим эфиром, что Трамп ввел новые санкции на нефть из Ирана. Что вы думаете? Ну, думаю, что это, как это, да все будет нормально. Это Трамп ввел, мне кажется, это они просто торгуются, они хотят подписать сделку, да, с Ираном. Это такое силовое давление в назидание. Ну, тем самым там 2 раза в апреле уже падала цена до $60 за баррель, самая низкая цена там какого-то года, еще до военного, по украинским, российско-украинским меркам до военного. 60 это мало, да, сейчас там даже публикуют выкладки о том, сколько бюджет России, насколько вырос дефицит в Российской Федерации бюджета из-за нефти. Но после этих санкций сейчас нефть подскочит, подорожает. И доходы опять будут в России от нефти расти. И иранскую нефть точно так же замаскируют. И, в общем, даже вторичные санкции не помогут. Найдут какую-то там другую, внезапно очень интересную и привлекательную нефтяную страну, где там поставщики нефти, так сказать, ну вот, поставщики нефти. А чья-то нефть как-нибудь там сделают. Обязательно вырастет цена, да. Да, Светлана Артеменко. Саша, слушайте, одно удовольствие. Спасибо, что вы есть. Дай бог здоровья вам. Люблю слушать и смотреть. Друзья, ну что, 10 минут до 2 мая. День достаточно тяжелый, судьбоносный, поворотный. В 2014 году, который был. Все-таки... Ну вот все-таки это с нами случилось. Вот это озверение, да, после Майдана, после там дальше, это случилось. И давайте, ну, чтобы это не повторилось никогда, даже в самые тяжелые моменты. Именно поэтому я всех прошу и призываю поддерживать друг друга. И поддерживать друг друга и в комментариях тоже. Дискутировать, общаться. Давайте шуметь по полной, как можем.
такой майский шум, заряженный и мощный, пускай пронесется по просторам Ютуба. Напишите в комментариях там, привет, откуда вы, то есть это очень интересно. Напишите, что думаете по поводу тем, Стерненко, вот санкций против Арестовича и Костя Бондаренко, и Олежка, и других. Зеленский, который подписал эту сделку, сдав, получается, без гарантии безопасности, но очень на выгодных и равноправных условиях, как он утверждает. То есть проголосует ее парламент. Пишите свои мысли. Понимаете, когда мы научимся, несмотря ни на что, все равно говорить, может не с первого раза, может со 100-тысячного раза, но все равно сказавший будет услышан. Молчащий ничего не будет с молчавшим. Он так и будет молчать и гнуть хребет под людьми, которые не просто там, не просто властью окутаны и купаются в этом, не просто там в деньгах, не просто в каком-то таком вот таком состоянии пребывают, да, там какого-то короля. Они пребывают в состоянии зависимости от крови на войне. Прямой зависимости. Поэтому в этот страшный период, не надо молчать. Хотя они заставляют. Но, с другой стороны, все не вечно. Вообще, если честно, я так, конечно, улыбнулся. С иронией улыбнулся. По-доброму. Я честно думал, что санкции на меня и Карасева это будут самые короткие санкции. Оказалось, нет. Самые короткие, наверное, пока по состоянию на сейчас, это вот сегодняшние против Арестовича, Бондаренко и Олежка, и других. Самые короткие пока сегодняшние. Возможно, будут еще. Он там наштампует зеленым принтером вот это вот все. Еще против каких-то нормальных людей, не предателей своей страны. Поживем, увидим. Но это точно все ненадолго. Вот такой порядок вещей быть долго не может. Это антинаучно. Это все пока вот стоит на 3 китах, там, на черепахе из костей человеческих на этой войне, это пока стоит. Но долго не выстоит, все равно обрушится. И чтобы написать в комментариях под шумом, когда обрушится, подпишитесь на канал и ставьте лайки. Добра и света. Увидимся.